Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, события на пороге марта. Давайте узнаем, каковы события с первых недель месяца и 3 главных события. Энергетика марта призывает нас быть милосердней к самим себе, позволить себе право ошибаться и идти дальше, преодолеть условности и пережить какие-то эмоции более спокойно, хладнокровно. Это дает возможность правильно определить дальнейшие действия ваши или избрать более приемлемые пути и возможности. И энергии марта могут напоминать эмоциональные качели, которые в первые пару дней нас могут чем-то вдохновить, порадовать, воодушевить, но последующие дни подталкивать действовать импульсивно. Такая волнообразность наших эмоций может сохраняться в течение 2-3 недель. И ориентировочная ситуация выравнивается к дню весеннего равноденствия. Это у нас 20-21 марта. И с 25 марта начинается коридор затмений. С лунного затмения начинается в весах этот коридор и этот баланс, где-то может продлиться теоретически до 8 апреля. И это у нас уже в апреле месяц мы заходим, новолуние и солнечное затмение в знаке Овен. Мы знаем, что у нас сейчас лунные узлы расположены на оси Овен-Весы. И вот как раз последующий месяц, апрель, с учетом коридора затмений в знаках лунных узлов, может нас где-то озадачивать метаморфозами или неожиданностями. И, скорее всего, в апреле нам либо придется делать свой выбор, или, адаптируясь к какой-то ситуации, определяться с чем-то или с кем-то. Но это немного забежали вперед, потому что коридор затмений – это будет, может быть, какая-то ваша история ближе к 25 числу, чтобы вы понимали, что это будет, возможно, продлиться до 8 апреля. Быстро что-то точно не закончится или определиться быстро с чем-то не получится. Итак, мои дорогие, давайте мы узнаем, что придет, что уйдет. Первые 2 вопроса. Как видят карты для вашего знака зодиака? Что уйдет? И 3 главных события. Мы достанем 3 карты. Может быть, это сфера жизни. А в позиции, что уйдет, может быть, это дело, то, которое вы начнете в марте и уже успеете закончить, в чем-то поставите точку. А для кого-то из вас или какая-то ситуация, от чего вы просто откажетесь за ненадобностью. Итак, что придет? Вы знаете, вот эта карта информационного хаоса, иногда она означает людей, на которых не положиться невозможно, ни ответственности не потребуешь. Почему? Люди меняют очень быстро свои взгляды. Или утром он вам что-то пообещал, а вечером он уже забыл искренне, он уже на что-то другое переключился. Да, бывают. Вот такая детскость, это для кого-то может означать, как, к примеру, взаимоотношения, может быть, даже и по работе или в социуме с человеком, который моложе вас. И с ним сложно общаться, потому что, непонятно, где его стержень, или каких взглядов он придерживается. Для кого-то это даже в возрасте, может быть, человек, ведет где-то себя как ребенок. Может быть, это новое знакомство. Но это для узкого круга. В основном это информационный, повторюсь, хаос, когда очень сложно сразу сориентироваться, потому что мы услышим, правда это или ложь. И карта нам говорит, а ты не включайся, как будто перепроверяй какую-то информацию. Вот такая турбулентность информационная, а ваш знак, стихия воздуха, вы как раз умеете работать с информацией, это ваш знак, интеллектуальный знак, значит, логически подумать, что за человек или куда идут те дороги или обещания данного конкретного человека. Может быть и организации, кстати, почему нет? Или такая организация, когда тоже не понадеешься, потому что обещают одно, по факту получается другое. Вот какая-то такая неразбериха, она как будто в марте месяце у вас может быть. Что же уйдет?
А вот знаете, какое-то ожидание. Вот смотрите, тут просто могут карты нам показывать, что период ожидания закончен. Или ожидание по конкретному вопросу. Или решение каких-то подписаний, документов, соглашений, ну все что угодно. И теперь наступает тот период, когда надо, ну, быстрее нам как-то ориентироваться, шевелиться. Может быть, сама по себе динамика приходит, темп как будто нарастает, и скучать будет некогда, мои дорогие водолеи. Ну ладно, достаточно мелкие карты. Давайте мы посмотрим три главных события. И вот прекрасно. Праздник после победы. Карта якоря, четверка жезлов. Как 4 столпа. Уверенность, да, когда все под контролем. У нас семья изображена, хотя жезлы больше дела, работа, бизнес, деньги, где-то вот эти сферы. Но кто знает, у кого-то это может быть семейный бизнес или ваш личный бизнес, но сопряженный с работой удаленно на дому. Вот и так может тоже нам показывать. Есть праздник, самое главное, какое-то дело у вас получается очень хорошо. Или вопросы, связанные с переездом, может быть. Или какой-то проект, вот то, чем вы занимались, он как будто получает не просто развитие, а вы уже убедитесь в том, что я движусь в правильном направлении. Или личная история тоже чем-то вас будет радовать. Есть праздник, мои дорогие водолеи. Давайте раскроем немножко эту карту и спросим, чем дело кончится. Как видят карты? Вот хочу вот такую карту. Вы знаете, дело, с одной стороны, оно-то как бы и не кончится. Тут вам нужно правильно рассчитать силы. И если мы говорим про семью или про наших близких, карта недвусмысленно, чем дело кончится. Брось вот эту вязанку из 10 жезлов, и карта говорит, делегируй свои обязанности. Или какую-то рутинную работу надо буквально распределить между вами и вашими домочадцами, не нагружать себя сверх меры, вообще больше отдыхать, чем дело кончится. Да, карта говорит, что хватит сил выдержать какое-то эмоциональное напряжение, физическое, но целесообразность, а надо ли? Вы не должны себя обесточить. И, скорее всего, дело-то вот как будто не окончается. Силы правильно рассчитать будет для вас задача номер один. Может быть, вы живете, знаете, как вот тезис такой. Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Ну так на все не хватит вас самих. В сутках, наверное, часов может не хватить, или физических сил, где-то и организм может дать сбой. Вот конкретно карта говорит, чем дело кончится. Распредели как и силы и обязательно удели внимание отдыху. Чем сердце успокоится? Вот каким-то решением, инсайтом, или как эврика какая-то. Что-то у вас получается, с чем-то вы определяетесь. Знаете, тут вот если мы включимся в какую-то работу или в дела, или в помощь, мои дорогие водолеи, кому-то до бесконечности, можно прошляпить свои возможности. Вот, может быть, поэтому нам карта говорит, больше уделяй внимание, сердце успокоится только тогда, когда ты выполнишь свой план. Или то, что ты себе надумал или надумала, или осуществить намерение, мечту, какой-то план, ну, реализовать в реальной жизни. Это будет для вас важно, а не включаться, ну, до бесконечности в решение каких-то мелких вопросов, которые заберут всю энергию и не дадут никакого вдохновения, мои дорогие. Следовать за своей мечтой. Карту совет я хочу достать. Карта ваша. У кого-то может быть, как подсказка, оформлять все официально, все просчитывать, узнать, может быть, как закон работает в отношении вас, при необходимости обратиться к юристам, к адвокатам, может быть, какой-то вопрос, который, знаете, как специалист, если вы, допустим, собираетесь менять жилье, переезжать куда-то, то, соответственно, должны быть риэлторы, которые с хорошей такой рекомендацией или, ну, которым можно доверять, да, репутация у них соответственная тоже. Люди как будто должны быть проверены. Тут нельзя сделать что-то, знаете, как наобум. Или от усталости, когда сначала приложить силы, помогая кому-то, а себя оставить где-то там в конце очереди, когда уже
и концентрация внимания падает, или когда мы на автоматизме что-то решаем, здесь будет важен ваш просчет. Ваш знак – это интеллект. И поэтому вот так мудро, хладнокровно решать все вопросы, которые касаются практически вашего намерения. И где-то я могу предположить, для большинства из вас это будет сопряжено с личной жизнью. Хотя личная жизнь ведь тут не только про любовь, это имеется в виду ваша личность. И по королю мечей иногда проходят узкие специалисты. Это могут быть не только юристы или адвокаты, как я сказала, да, или высокие чиновники, люди в погонах. Вот это все проходит по этой карте. Но, к примеру, врачи, когда нужно уделить внимание вот не работе, а собственному здоровью, хотя бы в целях профилактики, узнать о себе что-то наверняка, чтобы, может быть, предпринять какие-то действия, процедуры, может быть, в бассейн походить, мои дорогие. Вот правда, карты все разворачивают в сторону вас самих, и в итоге как карта совет, какой-то вот именно ваш план или ваш какой-то график жизни должен быть для вас в приоритете. Но вообще карта выпадает 4 жезлов, это якорь, уверенность, надежность. Второе событие. Правда, тема личной жизни. Интересно, король кубков. У кого-то конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион. Может быть, это ваши близкие. И по кубковым картам у нас часто выпадают люди, вот супруг или супруга, может быть какая-то ваша личная история, или с человеком, с которым вы вместе проживаете, и, может быть, не оформили отношения. Вот интересно, у кого-то могут быть действительно вопросы, если прежний ваш союз не сложился хорошо, вы задумаетесь о расставании, или, может быть, расставание даже состоялось, а де юре еще пока документы не оформлены, и тогда вы будете заниматься как раз оформлением. Вот здесь будет по-разному. И тогда, мои дорогие, неважно, что здесь король, а здесь у нас королева выпадает кубков, вот как проигрывающая, да, сила, может означать, у кого-то судебные вопросы закончатся просто в марте, или вы уже как через медиаторство, может быть, придете к соглашению и будете знать, как завершить уже быстрее этот процесс. Ну, а для кого-то, наоборот, это может означать, что вы будете думать, как проживать вместе и что-то планировать по-разному. Давайте мы уточним, чем дело кончится. Все-таки семья. И вы знаете, ведь у каждого своя какая-то судьба, правда, мои дорогие водолеи? У кого-то может быть прежняя история со знаком минус, но нет взаимопонимания. А любовь, я всегда говорю, идет под разными флагами, правда? Мы не знаем, где нас застанет это чувство. И, может быть, у вас уже есть новый партнер, но какая-то прежняя история, она еще не имеет последнего аккорда, еще точки над «и» не расставлены. И вот здесь как раз в марте вы можете это совершить. Но для тех, кто в паре, у кого все хорошо, значит, знаете, что-то вот вас не просто порадует. По сути, 10 кубков, карта счастья, карта удовольствий, карта благоденствия и благополучия. Практически не только даже, я бы сказала, в личной сфере жизни, а благополучие – это более широкий смысл. Когда вы остаетесь довольны сами собой, или решая вопросы имущественные, или вопросы взаимоотношений. Правда, карта? Чем дело кончится? Радостью, благополучием, где-то изобилием, процветанием, отчасти, может быть. И нам говорят о том, что финансовая сторона тоже вас должна радовать. Тем более и здесь, в первом нашем ряду, тоже выпадает 4 жезлов. Чем сердце успокоится? А вот они и финансы. Шикарные карты. Это как и дом, полная чаша, а это как и сундук с деньгами своего рода. Я, конечно, шучу, потому что 9 пентаклей – это карта самореализации. Это когда... Она, конечно, больше, знаете, вот если вы занимаетесь построением карьеры, или у вас свой бизнес, или свое ремесло, или вы собираетесь, мои дорогие водолеи, как раз работать на самого себя, у вас получится. И где-то уже, даже если вы недавно приступили,
вы будете видеть плоды труда своего. Это здорово на самом деле. Это сильная позиция, когда у меня вообще все под контролем. Не случайно, обратите внимание, дева прекрасно держит сокола на руке. Сокол, мы знаем, парит высоко. Как будто есть возможность предвидеть на дальний период времени, правильно что-то просчитать, так и быть уверенным в сегодняшнем дне. Правда, полная самореализация, как и чем дело кончится, так и чем сердце успокоится. Карта совет. Не бойся новизны, не бойся что-то менять, но надейся сам на себя. Не создавай какого-то хаоса вокруг. Дополнительно какой-то турбулентности создавать не нужно. Себе перед собой ставить какой-то многозадачности тоже. Просчитывай свои шаги и слушай свою интуицию. Вот, может быть, и будут, как по пятерке жезлов, какие-то информационные потоки, в которых сложно разобраться, и они словно вас будут сбивать с толку. А если прагматизм, рационализм какой-то, да, или интуиция, что такое интуиция? Интеллект и предыдущий опыт, то тогда вот как раз то, что соответствует королю мечей в этой колоде карт особенно, вы можете просчитать любую ситуацию. Но это когда мы готовы к каким-то, знаете, новым возможностям, когда мы допускаем альтернативные варианты, когда нас, безусловно, вот эта игра жизни завораживает с новым вкусом свободы, с новым вдохновением, когда, правда, самому парить хочется. У нас удивительный шут в этой колоде, потому что если обычно он рисуется как на краю обрыва, а здесь он у нас парит в воздухе, жонглируя всем зодиаком. Здорово, ваша сильная позиция. Третье событие – Луна. Ну, видимо, не все вот так вот гладко как-то. По Луне это тысячи неопределенностей. Хотя, мои дорогие, может быть, если меня смотрят девушки, ну, отчасти известие о беременности, может такое быть. Вообще, по карте Луна, как будто мы должны себя беречь. Нельзя допустить оплошности. Придется договариваться с людьми сложными. Не создать себе каких-то противоречий. Что я имею в виду? Не создать себе каких-то недоброжелателей. Пусть не в этой колоде есть другая колода, которая отчетливо показывает, что мы должны словно для себя место безопасности, надежности иметь. Тылы наши должны быть крепкие, и даже тогда, если тысячи неопределенностей вокруг, мои дорогие, вы словно имеете то место, где вы будете себя как в цитадели чувствовать. Для вас это будет важно. Вопросы семьи, личной жизни, правда, могут быть для вас в течение марта очень актуальны. Мой дом, моя крепость. Вот иногда именно в этом значении идет Луна. Ну и понятно, домочадцы, в том значении, когда нас искренне любят, к нам искренне относятся, нас поддерживают, нам готовы дарить тепло, ласку, и мы отвечаем тем же. Чем дело кончится? Вот эта Луна. Не торопитесь. Вот единственное тут сразу как совет в этой карте. Потому что будет как-то меняться эта история. Да, не торопитесь, ожидайте, чем дело кончится. Какое-то дело не кончится. Может что-то становиться словно на паузу. Или если вы задумали, правда, переезд, это не именно в разрезе марта. Скорее всего, вы сами можете что-то менять, согласовывать, искать лучшие варианты. Или для кого-то из вас, как ко мне приходят деньги, способы заработка, вы тоже можете искать как новый дополнительный доход или пассивный доход. Или, как я сказала, работа на дому. Вот что-то, дела, работа, бизнес, деньги, вот эти вопросы, когда вам хочется прояснить, а что-то не заканчивается. Может быть, правда, пауза. Чем дело кончится? Не кончится, будет продолжение. Чем сердце успокоится. По крайней мере, нам март. Готовность к неожиданностям. Вот если есть внутренняя такая готовность, или вы предполагаете, что жизнь наша не бывает предсказуема, и правда, в любой момент обстоятельства вокруг нас могут меняться, вынуждая нас изменить тоже, как правило игры, или подкорректировать свои планы. Рыцарь жезлов – это смелый человек, мужественный, у кого хватает энергии, сил идти вперед. Вот
правда не заканчивается, продолжение следует, и следует быть готовым к неожиданностям. Давайте сами по себе, видимо, неопределенности, что-то у вас на 100% какое-то дело или в какой-то сфере жизни, мои дорогие водолеи, у вас не получится, увы, просчитать. Карта совет. А вы действуете по справедливости, чем бы вы ни занимались. Какие бы вы перед собой вопросы не ставили к осуществлению, или какие бы ни были у вас намерения, мои дорогие водолеи, не должно быть нарушения закона. Не должно быть просчета в том плане, что вы соглашаетесь на что-то, к примеру, мутная сделка какая-то, вот как по Луне, правда? С собой нельзя рисковать. Иначе через какой-то энный период времени вот это правосудие нас может как будто, ну, где-то и догнать. Или мы что-то не додумали до конца, да, опять же, с чем-то согласились или подписали какой-то документ, а по прошествию времени мы можем расхлебывать какую-то ситуацию. Вот есть такое, все же вот это все как предупреждение. Да, быть готовым к неожиданностям хорошо, но все же, когда выпадает справедливость, первое, быть честным с самим собой. По Луне, знаете как, ведь это туман, по сути, сумерки. Очертания есть, а предметы нет, конкретики нет. И нам говорят, ты, может быть, правда, не торопись. Выглянет солнце, есть такое значение по карте, и все станет на свои места, все будет более определенно и будет конкретно. Может быть и правда выждать какой-то момент, чтобы собой не рисковать, а за это время собрать нужную информацию или продумать, просчитать детально какие-то свои последующие шаги, чтобы не было ошибок или не было противоречий с законом. Ну и, понятно, сохранять баланс эмоциональный и равновесие. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.